В этом выпуске вы увидите, как мы пересечем границу с Боливией, доедем до Солончака, Уюни, а также посетим серебряный город Потаси и столицу Сукре. С тяжелым сердцем мы покидаем Аргентину, страну непуганных автотуристов, где каждый может почувствовать себя максимально свободно один на один с природой, в окружении неописуемой красоты. И даже напоследок она не оставила нас без внимания, подарив вот такие прекрасные виды. Итак, мы на аргентинско-боливийской границе. Документы мы уже наполовину оформили. Сейчас будут смотреть автобус. В принципе, все можно было быстро, но так как язык не знаешь, поэтому затянулось минут на 40, наверное, туда-сюда. И сейчас еще проверять автобус будут. Вот, это здесь. Границу мы прошли без проблем, и вот перед нами новая страна. Встречай нас, Боливия! Первый город, в который мы заехали, удивил нас количеством тук-туков. Это был город с названием Туписа. Главное место, которое необходимо посетить в любом городе Боливии, это городской рынок. Здесь мы купили фрукты, сухофрукты, увидели местный колорит в виде засушенных эмбрионов лам, которым славится Боливия, особенно рынок ведьм в Ла-Пасе. Снимать себя продавщицы не дают, так как у них считается, этим ты воруешь их душу. По дороге к Уюни нам встретился вот такой вот монумент, возле которого мы решили остановиться, пообедать и полетать на дроне. Купили папайю с одним зернышком. Одно зернышко. Пустая внутри. Вообще ничего. Прикольно. Да, я так любил зернышки жевать. Вот Боливия. Удивляет. Едем по высокогорной дороге в Боливии. Высота 4200. Уже второй час. Самочувствие отличное. Эта дорога, наверное, самая такая тяжелая для автомобиля. Очень долгие, длинные подъемы, бесконечные. Поэтому надеемся, что не подведет нас. А до Уюни осталось нам всего лишь 2 часа езды, 135 километров. Слава богу, дорога новая построена, буквально ей пару лет. Поэтому, если бы ехали по гравийной, было бы просто убийственно. А так, сносно. Встречаются высокогорные коровы, ламы. Наконец-то мы добрались до города Уюни. Туристический город Уюни. Такого срача мы нигде еще не видели. Дорог нет, засохшая грязь. Проехать сложно. Везде мусор, горы мусора. Немерено диких бездомных собак бегает, голодных. Ужас просто. Не могли, что ли, сделать нормальное место? Столько туристов приезжает. А вот так выглядит центральная площадь и рынок.
А заночевать мы решили на популярном месте кладбище паровозов, именуемое музеем. Здесь также расположились фигурки, сделанные местными умельцами в виде трансформеров. Также вместе с нами рядом остановились другие путешественники, приехали сюда со своими семьями, вот на таких огромных ракетоносцах. А это вид сверху. Мы тут купили пару фруктов попробовать. Это кактус. Это вот такой дивный фрукт, очень вкусный и полезный. С косточками он очень вкусный прямо. Хороший. Да, это вот Кактус я не пробовала. кактус для Оли. Вот такой вот Ого. внутри. Он ложкой. как дрэгон выглядит. Как дрэгон, да, похож на дрэгон очень. Ну тут тоже растет Такой на запах, кактусе. кстати. Запах, да? От кактуса вообще. Не, вот это больше пахнет. Этот даже, пахнет? Да. Вот от этого. Чем-то так вкусно это. Вот тут еще у нас лавровый лист для знатоков. И сделали себе бургеры. Да, это на вечер. Будем пробовать. Снимать пробу, вот как выглядит. Ну, запах такой нейтральный. Ну, расскажи, как вкус. По консистенции похож на крыжовник большой. Но вкус очень нейтральный такой. Просто сладенькое что-то. На дрэгон не похож. Угу. Ну, вкусно. Есть можно, да? Очень вкусно. Хорошо. Давай эту штуку. Давай. Я, наверное, отрезать лучше кусочек. Ой, вот этот запах вообще обалденный. Это очень вкусно. Сладкий? Да, сладкий, с кислинкой. Кремовая такая текстура, как мороженое. Ну все, я уже не могу тебя ждать. Итак, друзья, мы находимся в славном городе Уюни, что в Боливии. Сейчас выезжаем из города, едем в сторону Солончака, Уюни, и посмотрим, как нам по нему проехать. Как мне сказали, он наполнен водой, то бишь ехать можно, но, соответственно, вся машина будет снизу солью покрыта. После такой прогулки надо будет помыть машину, но мы сейчас посмотрим, сможем ли мы вообще туда заехать. Если нет, то поедем на экскурсионных джипах. Но я думаю, что у нас все получится. Вот, доехать 24 километра, там мы снова подключимся. Ну что, друзья, мы подъехали уже к известнейшему солончаку мира Уюни. Сейчас мы будем с дороги съезжать прямо на соль. Тут такой съезд. Озеро, Солончак покрыт слоем воды. Будем ехать медленно. Не знаю, конечно, как мы тут проедем. Аль нет. Но потихонечку. Довольно глубоко. В результате, чтобы не утонуть, мы пристроились к туристическому джипу и окунулись головой в это приключение. Ребята, очень страшно. Мы практически плывем по соляной жиже. Зачем я сюда поехал? Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become.
I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. Чтобы увидеть, как небо отражается в воде, приезжать на Солончак в июне нужно с ноября по апрель. Это сезон дождей. В это время Солончак покрывается пленкой воды и становится похож на самое большое в мире зеркало. В нашем случае воды было по щиколотку, а то и выше. А вот так обычно выглядит озеро. Мы зашли вот на такой пьедестал, где флаги многих стран. Вот. Раньше их было здесь больше. В прошлый раз, когда я тут был, их было гораздо больше, но тут не было воды. Но сейчас везде вода. Сантиметров 15 воды, как минимум. Подъехали поближе к флажкам. Вот так мы расположились в открытом море. Сегодня наш автобус превратился в яхту. Я стал капитаном. Мы плывем, да? Видите? За рулем никого. Здесь никого. Оля работает пока тут на компьютере. Сейчас я покажу, как это выглядит снаружи. Не знаю, что и сказать, такие ощущения, которые никогда не испытывал. Это нечто, это просто какой-то, дай покажу. Вы только взгляните, как мы плывем. И бесконечный океан. Облаков жалко не хватает. Мы едем издалека, с самой глубины этого озера, и поэтому ориентиры на горизонте очень легко потерять. И мы сейчас не могли понять, куда нам ехать, в какую сторону, потому что влево-вправо уже совсем другие расстояния получатся. Ну вот вроде бы мы сейчас определились. Загнали машину на эстакаду. Теперь ее моют снизу, сверху. Ой. Отмывают от соли.
В городе мы оплатили безлимитный интернет. На месяц это стоило 25 евро. А также решили заправиться. Чтобы заправиться в Боливии, нужно постараться, потому что не на каждой заправке вам нальют топливо. Нам повезло, мы нашли такую заправку, где нам залили дизель. Дело в том, что в Боливии горючее датируется государством. Им запрещено продавать туристам. Только на некоторых заправках вам заправят топливо, но по туристической цене. Дизель для местных стоит 50 центов. А для туристов евро 20. При этом дизельное топливо очень плохого качества. И вот последствия. Эвакуация нового Defender швейцарских туристов из Боливии в Чили за $1500. И это не первый сломанный Defender, который мы встретили на нашем пути. Моет машину уже второй раз мы заехали, чтобы еще раз отмыть от соли, которая, скорее всего, там еще где-то сохранилась. Вот с таким видом мы остались ночевать здесь. Все очень красиво, вокруг ламы, каньоны, горы, мы. Привет! Об этом городке с узкими улочками, по которому мы плутали в поисках парковки, за пределами Боливии знают немногие. Хотя в 17-18 веках это был один из крупнейших городов в мире, опережая Лондон и Париж. А все благодаря огромным залежам серебра. Друзья, мы приехали в город Потаси в Боливии. Этот город, который перевернул мир. Это гора Сьерра-Рика, в которой находится одноименная шахта. На этой шахте погибло 8 миллионов рабов, индейцев, так и привезенных из Африки. Сейчас мы пойдем посмотрим, это город-центр. Вот. Ну тут, в принципе, он небольшой центр, поэтому короткий сюжет. Открытие индейцам в 1544 году богатой серебром руды в горе Сьерра-Рика привело к основанию Потаси и превратило его к середине 17 столетия в самый богатый город Америки. Но когда запасы серебра истощились, испанцы покинули город, который до сих пор хранит многочисленные следы своего былого величия в виде церквей и монастырей, а также других шедевров колониальной архитектуры. А в 1988 году ЮНЕСКО внесла Потаси в список всемирного наследия человечества. Вот такую интересную процессию мы встретили во время прогулки. Итак, друзья, мы находимся в центре города Потаси. За нашей спиной находится гора, в которой расположен рудник серебряный. Здесь центральная площадь видна. Мы попали на какой-то праздник, сегодня понедельник, ничего не работает, музеи закрыты. Ну, ходим пока гуляем, ищем место, где покушать. Здесь знаменитое блюдо, суп, подается с вулканическим камнем, который внутри кипит, все там бурлит. Да, мы хотим посмотреть, оценить, насколько вкусно. А вот как выглядит этот суп. Нам понравилось, чем-то напоминает тыквенный суп-пюре. В Боливии нашли странный мост, большой, красивый, который ведет из ниоткуда в никуда. А раньше через этот мост шла дорога из серебряного города Потаси к восточному побережью. Рядом с этим мостом мы и заночевали. А на утро, когда поехали дальше, попали вот в такую удивительную долину, на которой паслись десятки лам.
наконец нашли первый большой супермаркет в этой стране. Сейчас хотим его посмотреть. Сходили в магазин, купили баночку маракуйи, купили баночку гуава, джем, греческий йогурт. Вот такой вот фрукт интересный, похож на маракую, но вкус какой-то странный, кислый, кисловатый, наверное, не спелый еще. И мы решили кислый вкус маракуйи смешивать со сладким вкусом гуавы. И все это заполировать греческим йогуртом. Нормально получается. Мы заехали в официальную столицу Боливии, город Сукре, который еще называют Белым городом. Вот так мы запарковались в самом центре Сукре, на центральной площади. Здесь вроде бы можно. Сейчас пойдем гулять на базар. Ну и по центру чуть прогуляемся. И потом поедем дальше на выезд из города, искать место для ночевки. Зашли мы на базаре в Сукре во фруктовые отделы. Здесь предлагают множество различных тропических фруктов. Можно брать с мороженым, а можно просто, как мы, смузи намешали из разных 3 фруктов. Оль, тебе вкусно, нет? Это я еще не попробовал. Кислое? Слаще, ну вот видишь. Вот мы такие заказали смузи. У Андрея ананас, манго И вот эта штука. и вот это зелененькое. Которую мы покупали на базаре. Да. А у меня то же самое, только с клубникой. Немножко погуляли. Центр очень красивый, понравилось. Сейчас едем дальше. После выезда из города с помощью приложения мы определились с местом нашей ночевки. Оно оказалось на вершине горы на высоте 3800 метров, с которого открывался великолепный вид, а ночью под полной луной светились огни Сукре. А в следующем выпуске мы продолжим наше путешествие по Боливии, поэтому не пропускайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за просмотр.